Привет, меня зовут Юрий, я владелец 3 ресторанов, а еще я много путешествую, ищу нетривиальные рецепты и готовлю их на этом канале. Делаю это не спеша, не торопясь, без стресса, и именно по этой причине мой канал называется No Stress Cooking. Сегодня мы будем готовить тушеное мясо, или, если быть точнее, гуляш, но гуляш на балканский способ. Вы можете использовать любую говядину, но я взял говяжью голяшку. В этом мясе гораздо больше коллагена. Плевы с мяса срезать не нужно, они сами распустятся во время готовки. А мясо разделайте и нарежьте так, как показано на видео. Когда мясо подготовлено, беремся за лук и чеснок. Лук нарезаем небольшими кубиками. А чеснок раздавливаем и нарезаем так, как показано на видео. Подготавливаем чугунную кастрюлю или глубокую сковороду, в которой будем готовить мясо с луком. Сначала на оливковом масле обжариваем лук. Сразу должен оговориться, что некоторые вначале обжаривают мясо, а потом уже на выпеке из мяса обжаривают лук. Добавляем сладкую паприку. Чеснок. И на небольшом огне обжариваем заправку. Пришел черед добавить мясо. Мясо вместе с обжаркой тщательно перемешиваем. И хотя я изначально добавил лук, а затем мясо, это никак не повлияло на конечный вкус. Он был великолепным. На этом этапе добавляем пол чайной ложки соли. Присаливать будем понемногу в процессе приготовления. Я добавил немного бульона, но это не обязательно. Мясо и так выделит много своего сока. Добавляем балканскую чубрицу, или ее можно заменить на прованские травы.
пару листочков лаврового листа, перемешиваем и на небольшом огне тушим под крышкой около 50 минут. А пока займемся овощами. Болгарский перец нарезаем так, как показано в видео. Это квадратики, прямоугольники или треугольники размером примерно 1 сантиметр. Помидоры, желательно сливка, надрезаем так, как показано. Складываем в емкость и заливаем кипящей водой, чтобы снять шкурку. Помидоры нарезаем на ломтики, а затем очищаем внутренность от семян и жидкости. Такая технология во французской кухне называется помидоры конкассе. Шампиньоны, в зависимости от размера, нарезаем небольшими кусочками. В моем случае я купил небольшие шампиньоны, поэтому я их разрезаю на 4 части. Примерно через 50 минут или чуть больше часа мясо у вас должно быть готово. Проверяйте готовность, прокалывая его. Самое время добавить болгарский перец, помидоры и шампиньоны и все тщательно перемешать. Смесь оставляем потушиться 5-7 минут, не больше, чтобы овощи были полуготовы. Самое время приготовить папильон. Звучит сложно, но на самом деле это бумага запекания, которую мы вкладываем в какую-то банку для того, чтобы соблюсти определенную форму. А затем перекладываем в папильон мясо вместе с овощами. Собираем мясо с овощами вот в такой мешочек. Скручиваем бумагу и завязываем веревочкой или толстой ниткой. У меня ни того, ни другого не было, и я взял проволочку и плотно скрутил. Количество папильотов или мешочков рассчитываем, исходя из количества членов семьи или гостей. Вкладываем мешочки в форму для запекания.
А теперь отправляем в духовку при температуре 200 градусов примерно на 20 минут. Необычный запоминающийся ужин для гостей или семьи готов. На гарнир подойдет кускус с овощами или тушеные овощи по-турецки. Рецепт можешь найти на моем канале. Лайкай, хвали или ругай.